Всем доброй ночи. Вы знаете, дорогие друзья, если вы когда-либо задумывались, то, скорее всего, поймете, о чем я сейчас говорю. Мы очень часто сталкиваемся с судьбами разных людей. Мы берем деньги, мы берем деньги в банкомате, мы эти деньги тратим, нам отдают сдачи, да? Мы все время прикасаемся к энергиям людей. Вот это соприкосновение с чужими энергиями иногда может быть, например, чревато какой-то трудностью, каким-то стрессом в жизни. Бывают моменты, когда человек, не желая, отдает нам деньги, да, за работу. Бывают моменты, что эти деньги не совсем из благих источников. Бывает, что мы покупаем, скажем, какое-то золотое изделие, предположим, оно выдается за магазины, то есть за ювелирные изделия, если понятно, что оно ювелирное, просто мы можем не знать, что до этого момента, скажем, это было куплено в ломбарде, и магазин, очистив, немного подреставрировав, ставит там на нем бирку и продает нам, как новые изделия, совершенно новые. А очень может быть, что, например, это изделие было снято с умершего человека, да? Там ограбили человека, убили, это изделие вырвали, принесли где-нибудь в ломбарде, сдали. Через некоторое время ломбард взял и пересдал магазинам. Через некоторое время этот магазин либо переплавил это, либо из этого же изделия сделал, то есть очистил, улучшил, отреставрировал и продал как новое изделие. И со временем это может оказаться, не очень, может быть, плачевным для нас, но в любом случае в какой-то мере повлияет на нашу судьбу. На нашу судьбу могут повлиять чужие судьбы еще тем, что мы смотрим СМИ. Мы смотрим очень жуткие кадры иногда, мы смотрим кадры войны. Мы видим какие-то мучительные, очень, очень страшные такие кадры, которые показываются. Сейчас очень много таких страшных моментов, война на Ближнем Востоке и так далее. Каждый человек пропускает через себя, фильтрует через себя, представляет себя в этой ситуации, своего ребенка. Ему становится жутко, дурно, плохо. Это нормальная реакция достойного человека, потому что если человек не сострадает своему ближайшему, да, скажем, ближнему своему, то в нем, значит, не остались человеческие качества. Поэтому сострадательность это прежде всего говорит о том, что в человеке есть человеческое еще осталось. Но в то же самое время мы перенимаем на себя чужие судьбы. Мы постоянно живем в переплетении чужих судеб, потому что мы по-другому не можем никак. Мы живем в обществе, мы живем среди людей, и мы должны с этим считаться, что есть навязанные мысли, есть чужие судьбы, есть определенные мысли, формы, которые не очень хорошие, да, когда человек примеряет на себя эту роль. А не примерять как-то не получается, потому что когда ты соболезнуешь, сострадаешь человеку, ты пропускаешь через себя, ты представляешь, что было бы с тобой в этот момент, если бы у тебя такое случилось. И, естественно, со временем вот это вот такой огромный мусор информационный, который не нужен тебе, но через тебя пропускается, начинает менять твое подсознание. Это может стать причиной стрессов, депрессии, это может стать причиной внутренней борьбы. Время от времени нужно скидывать с себя чужие судьбы, которые вокруг нас находятся и которые волей-неволей в любом случае делают нас соучастниками всего этого события. Ведь в мире все, что происходит, мы во всем этом участвуем. Понимаете, это все общество, это все как бы не без участия человека. Каждый из нас мало-помалу, но вносит свою лепту в эту цивилизацию. Кто-то хорошую, кто-то плохую.
Время от времени отсечь нужно чужие судьбы. Тем более, если есть люди, которые часто вам жалуются, после них вам плохо, у вас дела идут не очень. А у этого человека вроде уже все хорошо, все поменялось. Потому что этот человек подсознательно, может, не желая того, скинул на вас свою судьбу, свою заботу. Самому стало легче, а вам стало плохо. Вот опять летают тут всякие. Итак, для этого ритуала вам нужна свеча, либо черная, либо синяя. Бокал с водой. Или можете там чашу с водой. В чем удобно. У меня, в принципе, как бы атрибут для алтаря. У вас может быть что угодно. Любая емкость. Восковая свеча, которую вы будете проносить вокруг своей головы, когда будете читать, произносить вот как бы эти слова. Я, в принципе, не буду этого делать, я просто вас учу. И благовоние. У вас получится 3 стихии. Огонь, 4, извиняюсь. Огонь, вода. Поскольку благовоние создается из трав, из цветов, и это энергия Земли, значит, Земля и, естественно, воздух, атмосфера. Читайте 6 раз, пронося вот этой свечой над своей головой. Ну вот если вот так вот, скажем так, символично, да, над головой своей проносите, осторожно, чтобы не обжечь волосы. И читайте 6 раз. Вам значительно полегчает. Уйдут из головы навязчивые мысли, сны, какие-то такие, знаете, тревоги, страхи и прочее, прочее. И ваша энергетика значительно очистится. А иногда может быть, что в этот момент вы как раз уберете подальше от себя даже те опасности, когда вы могли бы каким-то образом взаимодействовать с чужими судьбами. Итак, начнем. Приветствую я 4 стороны света и тьмы. Обращусь к небу, к земле, к огню, к воде, к западу, к востоку, к северу, к югу. И прошу и заклинаю. Хожу по миру, в мире много судьбы, в мире много страстей, много разных сил, черных и светлых. Судьбы чужие, судьбы мирские, отсекаю вас, прогоняю вас из мыслей, из сердца, из рук и из ног. Нет власти у вас над моей судьбой, над моей душой, над моей волей, над моей долей. Отсекаю, устраняю от себя судьбы чужие, судьбы людские. Не питайте мой ум, не входите в мой разум. Судьбы чужие, судьбы людские, мимо ходите с меня, силу не берите, меня стороною обходите. Моя судьба мне, судьба чужая, отойди от меня, обойди меня стороной. Я не живу чужою судьбой, отсечены чужие судьбы, не питаются мной разумом и душой. Чужое чужим, а мое лишь мне. Да будет так. После того, как вы прочитали, отнесите эту воду в ванную и вымойте лицо. Протрите подолом или что на вас одето, майкой. В общем, тем, что на вас одето. Протрите лицо и дайте высохнуть. Желательно, чтобы вся эта вода была использована для лица и для рук. Свечу можете погасить. Восковая свеча должна догореть. Ну, естественно, благовоние в том числе. Время от времени повторяйте это, когда вы чувствуете, что слишком много смотрите новость, слишком много через себя пропускаете, слишком много расстраиваетесь, слишком много боли вбираете в себя и так далее, и так далее. Когда вам тяжко становится, делайте этот ритуал. Он вам поможет
быстрее очищать ваш разум и подсознание от навязчивых мыслей. Всем удачи!